Привет. Представься, пожалуйста. Я Евгений Сидоров, татуировщик в стиле Black and Grey, леттеринг. Работаю в Санкт-Петербурге, в студии Bang Bang. Делаю крутые татуировки. Как долго ты работаешь в этой сфере? На самом деле примерно 10-11 лет, точно не знаю, не скажу. Где-то так. Я немножко старичок. Обалдеть. Много поменялось за это время? В культуре или в целом? Или в моем творчестве? В культуре. Очень много поменялось. Прям вот, когда работаешь долгое время, видно очень большой скачок, вот этот был очень серьезный в какой-то момент. Причем он был, наверное, лет 5 назад. Угу. Такой прям очень... Что это дало вообще для этого направления? Для культуры? Да. Развитие. Творчество, новые имена, новые люди, новые стили татуировки, новые ответвления от стилей. То есть тот же леттеринг, допустим, в России не было 5 лет назад, 6. Ну там Сережа вот делал мёрды какие-то. Темы один тянул. Как бы вообще никто не занимался этим, никому не нравилось, никто не представлял, как это может быть. Угу. И в какой-то момент все поменялось. Да. Слушай, у меня сразу возникает вопрос, насколько на этом можно вообще строить свою карьеру, зарабатывать, и сколько ты зарабатываешь? Ну, слушай, как показывает моя личная практика и, в принципе, практика других мастеров, карьеру можно на этом строить очень хорошую. Можно жить в кайф просто, как бы, и делать то, что ты любишь, отдавать себя этому и еще зарабатывать деньги на этом. По поводу, сколько я зарабатываю, как бы, это не секретный вопрос, но вот если честно, вот прям честно, за все время своей работы, за 10-11 лет я ни разу не считал. Ни разу. И мне вот почему-то вот именно по кайфу жить с такой мыслью, что как бы я знаю, что всегда деньги есть, они не кончаются. Если они кончаются, значит, что ты делаешь не так, делай что-то другое, чтобы они были еще в большем количестве. Но такого, что прямо считать, там, сколько я за месяц заработал, нет. Мне хватает на 3 дня, могу 3 дня позаписывать и все. Обалдеть. То есть, а что такое жизнь татуировщика? Вот что ты можешь рассказать об этой профессии людям, которые только хотят в этом развиваться, там, зарабатывать в этом и так далее? Слушай, какая она жизнь? Интересный вопрос, да. Мы тут были в Германии, работали с Димой Бабахиным, с коллегой со студии, и сидели просто, что-то выпивали вечером пиво в баре и общались на эту тему. И он мне задал вопрос, говорит, вот почему жизнь татуировщика, это ты все видят и позиционируют себя как рок-звезды? Но действительно, по факту мы задумались об этом много, и так и есть. То есть ты путешествуешь, ну если ты грамотный татуировщик, хороший, как бы со своим стилем, со своим подходом к работе и достаточно популярный, то по факту это так и есть. Ты путешествуешь по миру, зарабатываешь деньги, как бы работаешь в разных студиях, в разных точках, там, и постоянно куча друзей, знакомых, везде какие-то вечеринки, тусовки. Как бы, ну это такая прям... Не, ну ты можешь быть семейным человеком, как бы с ребенком все это делать, там не пить, не курить, не знаю, матом не ругаться. Но если ты молодой, талантливый и перспективный, то... Мне кажется, ты просто рассказываешь настолько интересно, что я сама захочу стать татуировщиком. Окей, а как всего этого добиться? Это продвижение, соцсети, как достичь уровня, работать когда... над собой, в первую очередь, каждый день. Над своим творчеством, над своим стилем. Искать новые какие-то возможности, варианты развития своего стиля. Искать что-то новое в старом. Пытаться комбинировать что-то, чтобы найти что-то, получить что-то более интересное. И, в принципе, все, практика. Каждый день, изо дня в день. Чем больше, тем лучше. Ну, я не до конца понимаю. Допустим, вот я приняла решение заниматься татуировкой. Какой мой дальше путь? Рисуй. Я просто начинаю рисовать? Да. Каждый день, чем больше, тем лучше. Окей, я рисую. Я рисую в стол или... В стол, конечно, обязательно. Ну, а как же об этом узнают люди? Это какие-то соцсети, заведи друзья. новый инстаграмчик. Все равно, ну вот представь, допустим, ты начинаешь рисовать первый раз, вот взяла карандаш в руки, только учишься. Нарисуй вот глаз. Ну, понятно, что он будет какой-то весь кривой, неровный, там еще что-то, не будет реалистичным, там, крутым. И как бы выкладывать это людям, показывать, смотрите, нарисовал кривой глаз, как бы странно. А вот когда ты нарисуешь 100 раз глаз в стол, то 100-й глаз ты как бы уже сможешь показать людям, потому что ты уже будешь сама более-менее довольна результатом. Или 200-й, там, 300-й, в зависимости от того, насколько ты там быстро двигаешься в этом. Хорошо, я нашла свой стиль. Я начала размещать эти рисунки, допустим, где-то в соцсетях. Какие соцсети сейчас более актуальны? Инстаграм. Только? На данный момент, да. Скоро Телеграм еще, говорят, будет. Но это прогнозы там такие наши, небольшие. А ВКонтакте? Ну, для меня уже нет. Для многих, наверное, да. Для меня нет. Уже это все давно забыто. Понимаю. Значит, хорошо, я вот завела страничку в Инстаграм, начала постить туда красивые картинки. Как обратить на себя внимание? Обязательно. В первую очередь хэштеги. Какие? Все связаны с татуировками, зайти в любую тату-группу, посмотреть, что за хэштеги они ставят. Отмечать какие-то крупные тату-группы, либо тату-группы, которые
паблики, которые ориентированы на твой стиль татуировки. Допустим, если ты делаешь дотворк, просто напиши дотворк, тату в хэштегах, в поисках, ты найдешь миллион групп каких-то, которые будут выкладывать работы разных мастеров. Просто их отмечать. Если у них большое количество подписчиков, они когда-нибудь тебя выложат, твоя работа зайдет, то у тебя просто счетчик подписчиков начнет вот так расти. То есть, получается, надо все равно привлекать внимание либо через конкретные хэштеги, либо через конкретных людей. А имеет смысл, допустим, стучаться, там, не знаю, кому-то на стенку, да, и говорить: заметь меня, или там директ. Возможно, имеет, да, почему нет? Я, как правило, отвечаю на такие сообщения, когда мне они приходят, я просматриваю их иногда. Единственное, вот меня больше всего, честно говоря, бесит, когда в моем профиле постоянно меня отмечают на фотографиях, потому что некоторые, возможно, думают, что это какой-то паблик, или с работами, или что почему-то такая есть тенденция, что постоянно кто-нибудь делает какую-нибудь работу, причем даже, может быть, это не леттеринг, отмечает куча, я смотрю по отметкам, куча групп именно с леттерингом, и моя страница отмечена всегда. Всегда скрывай эти штуки, это некрасиво, если ты хочешь поделиться, скинь личку. Спроси как бы конкретно, нравится, нет. Это будет лучше, чем просто отмечать, и человек просто... Ну, вот отметил меня, как бы у меня вылезло это в отметках, мне это не нужно в отметках, я нажал скрыть и ушел как бы оттуда, все, я не рассматривал ничего эту работу, как мне это не нужно. И человек не получил ни совета, ничего, как бы, зачем он это сделал, непонятно. Shit happens. А как выбрать оборудование для новичка? Слушай, ну не знаю, смотря какой у тебя кошелек, толстый или тонкий, много денег у тебя или нет. Давай рассмотрим несколько вариантов, от самого базового, да, заканчивая самым вообще топ. Слушай, ну я бы рекомендовал, на самом деле, тоже сейчас многие спрашивают, там какие-то знакомые, кто хочет заняться татуировкой, советуются, что лучше сделать, там какую машинку купить, там все тоже, вот, там шаены, не шаены. И я говорю как, купите на Алиэкспрессе на каком-нибудь самый дешевый набор себе для начала. Просто вот прям сделайте 2-3 татуировки. Может быть, это вообще не ваше, вам это не зайдет, потому что можно купить, да, там набор за 100 тысяч рублей. Ты сделаешь 2 татуировки, поймешь, что это не твое, как бы, и что ты будешь с ним делать. Продашь за 50, как бы, ну это глупо. Если пойдет, если зайдет, понятно, что все равно тебе нужно будет менять оборудование, более профессиональное, покупать. И уже тогда брать нормальные машинки и работать спокойно. Слушай, а это, знаешь, для меня это так странно звучит. Это из той же серии, что, допустим, взять какой-нибудь... Почему нельзя сразу начать Слушай, ну да, такого допустим, хорошего... смотри, у тебя нет прав, ты хочешь научиться ездить. Ты же не будешь покупать себе Феррари? Абсолютно нет, но я себе куплю какой-то хороший, средний, такой надежный вариант, который меня не подведет никогда и нигде. Я бы взял 9. Ага. Просто чтобы ее убить для начала. Хорошо, допустим, мы прошли этап Алиэкспресса и прочего говнища, да, будем называть вещи своими именами. Куда двигаться дальше? Вот в зависит твоем от твоей направлении. стилистики, чем ты занимаешься. Мы говорим сейчас о black and grey татуировке. Ну, тут тоже как бы есть несколько путей развития событий. Можно работать индукцией, можно работать роторами, можно работать иголками, можно модулями, и как бы от этого тоже нужно уже играть. Если ты начинающий, то, наверное, скорее всего, лучше начать, если это black and grey, лучше начать с индукцией, потому что они все равно дают как бы немножко другую технику тебе именно работы. По-другому работают с тенями, с кожей, мягче намного работают, чем ротора. Но опять же, ротором нужно уметь тоже работать, чтобы, допустим, работы были мягкие, потому что ротор, он все равно как бы кожу более агрессивно травмирует, скажем так, и более агрессивные штрихи делает. Ну, я бы посоветовал, да, начать с индукции, и опять же, это опыт неплохой. То есть, если ты умеешь работать с индукцией, это тебе будет только в копилку на будущее. Круто. Хорошо. Когда, допустим, человек только начинает вообще татуировать, да, там все такое, и только уходит в эту область, он сталкивается с такой проблемой, на чем тренироваться. Самый стандартный ответ – это кошках. Бананы. Друзья же есть у всех, ну. Если друзья отказываются, если друзья нет, да, если неудачник. после тех протоколов, которые ты набил своим друзьям, они с тобой больше не общаются, куда бежать вообще, что делать? Слушай, ну вот честно не знаю, но на самом деле для меня это сейчас тоже такой интересный момент. Я не понимаю, как сейчас люди становятся татуировщиками, на чем они учатся, потому что когда я начинал, допустим, делать татуировки, у меня было ужаснейшее оборудование какое-то там непонятное, и понятно, что я делал вообще татуировки, которые не то что татуировками назвать было сложно, это были прям наколки откровенные. Но у меня в городе было только 2 или 3 татуировщика, которые делали примерно такого же уровня, как и я, татуировки. Ну, получше, хорошо, там была студия хорошая, да. И было куча друзей молодых, которые все хотели татуировки, это было тогда модно, там еще мы все по музыке угорали, там, типа, гитаристы, одни барабанщики кругом, как бы, и всем же надо татуировок, и поэтому у меня мясо было просто вообще непаханное поле. Я просто всех переколол, перепортачил полгорода. Но сейчас, да, иногда приезжаю, мне приходят друзья какие-нибудь, я смотрю на его руку, там, я такой, это кто делал? Это такие, ты.
Рука-лицо. А ты перебиваешь им как-то татуировки, нет? То есть... Ну, я понимаю, что это лучше не трогать, как бы, либо вот превращать в такое, потому что не всегда можно там что-то вытянуть уже. Понятно. Иногда очень печально все. Какая сейчас твоя любимая тачка, которой ты постоянно работаешь? Нет такого. Несколько тачек. У меня целый гараж. И причем я его постоянно выполняю. Сколько у тебя тачек? 16, по-моему, сейчас. Причем есть коллекционные. Серьезно? Есть Iron Cane. Я вот недавно увидел прямой эфир, там ребята спрашивали, просили показать. Я вот прям каждую тачку показывал, там рассказывал, для чего она, как она работает. Есть Iron Cane, да, один коллекционный, дорогущий. Там я его выкупил у Бабахина пару лет назад, что-то за 600 евро. Он не серийка, получается, а прям вот номерной. И он с каждым годом дорожает, причем он работает до сих пор на стандартных настройках, у него ничего не менено. Как бы даже, по-моему, болт не крутили. Огонь. Он какого 2001 что ли года. Ты каждую из этих тачек используешь для чего-то определенного, Да. для определенной работы? Да. Расскажи, чем контура, закрас, как ты делаешь? Ну, для линии я использую только Владика, потому что для меня, как бы, я попробовал много машин, и до этого был тоже большой парк, как бы сейчас я почти все линеры распродал с парка, остались либо вот владовский лайнер, либо уже шейдеры одни там, либо ротора. Для линии только его, да, потому что, в принципе, я вообще абсолютно доволен оборудованием, меня все устраивает, как бы, и зачем менять то, что работает отлично, как бы. Не вижу смысла. А для Спасибо. закраса? По-разному все. Бывает с роторами, бывает индукции. Вот в владовской индукции у меня нет, по-моему, на тени, на закрас, а в ротора, да, все ваши есть. Ну, плюс иногда там какие-нибудь бишепы, шаены, ну, тоже так, типа, по настроению. Знаешь, у меня еще такой вопрос. Во-первых, очень много вопросов, да, вообще новички задают про обезболивание. А зачем? Вот, потому что они переживают за клиента, что 2 часа клиент не может лежать, Если ты он начинает переживаешь за дергаться. клиента, иди в монастырь работать, не знаю. В смысле переживаешь? У тебя работа такая, делать людям больно, еще брать с них деньги за это. Как бы, ну, зачем они переживать? Он сам пришел, сам хочет тебе заплатить денег, как бы, сам знает, на что он идет. Он не на массаж пришел. Пускай терпит. А если клиент просит обезболивания, что делать? Сказать ему, объяснить, почему не нужно этого делать. А почему не нужно этого делать? Ну, потому что может повлиять на заживление, на физическое самочувствие после сеанса, например, не в лучшую сторону. Но, в принципе, на самом деле я иногда юзаю обезбол, ну, исключительно на больших проектах. То есть у меня сейчас в последнее время очень часто забиваются ребята прям так поголовно огромными сеансами. То есть если посмотреть мой инстаграм, видно там грудь там за день, вообще постоянно, вот это прям сейчас очень такая популярная тема. Причем неважно, там надписи, картинки, что угодно. Когда человек забивается 6-8 часов, как бы это грудь, там солнечное сплетение, вот эти болезненные места, там вот эти какие-то подмышечные ближе места, то да, как бы мне самому уже жалко, и как бы хочется доделать, чтобы он дотерпел, а не ушел еще там месяц потерялся, там где-то ходил, непонятно как зажил. Используем, да, какие-то хелперы, но в основном я не использую KTX сейчас, использую Hustle Helper пенку. Она более такая мягенькая, она просто не обезболивает, она помогает терпеть в конце вот именно, и не дает никаких покраснений, раздражений, никакого негативного эффекта в заживлении. Как ты вообще познакомился с Владом, почему ты начал? Что было первое, знакомство с Владом или знакомство с его оборудованием? Почему именно его тачки? Слушай, я вот сейчас, да, вспоминаю, был момент, это было, наверное, 4 года назад, или 5, или 4, не помню. Мы снимали выпуски тоже, всякие интервью, и как раз перед поездкой в Москву на конвенцию, перед съемкой конвенции выпуска, я забивался у девочки, у Саши Овчинниковой, делал татуировку на ноге, и как раз она купила, по-моему, владовский лайнер, какой-то пауэр-лайнер там, и делала мне такие 14-е, прям контура уверенные. Я прям смотрел такой, серьезно? Прям так? Типа прям... И вот что-то мне прям очень понравилось, как раз мы приехали на фестиваль, у него был бокс, он тогда еще сам стоял в боксе, отличие, как сейчас, да, ребята ездят. И да, и мы просто подошли с ним познакомиться, взяли интервью, как бы пообщались, мне очень понравилось, он рассказал про свои тачки, про свои планы на все это, как бы тогда уже выглядело очень красиво, все был красивый большой бокс, стенд, хорошо оформленный, то есть это было грамотно с коммерческой точки зрения все сделано. Ну и плюс качественное оборудование, и прошло какое-то время еще, и потом я просто сам написал, там, по-моему, Алла еще помощница ее звали, написал, что, говорю, ребятки, а можно в ProTeam попасть, или как это вообще работает у вас? Она такая, ну приезжай в Москву, вот. Я приехал, и мы замутили ProTeam, потом замутили тачки совместные первые, потом вторую. Ну, так как-то все пошло. Обалдеть, здорово. Слушай, грубо говоря, сам напросился. Это логично, да. Как бы. И самый последний вопрос, и самый главный, ты знаешь, о чем я хочу тебя спросить.
Какой марки у тебя часы? Ты меня троишь, да, сейчас? Майкл Корс. Эй! Да, ребят, кстати, еще забыл сказать, задавайте свои вопросы под этим видео, и через несколько недель мы снимем новый выпуск, где я буду отвечать на ваши вопросы. Можете задавать самые каверзные. Я постараюсь ответить на них.